в ступоре была. Как он мне сказал, нас уже осталось 10 человек. А сколько было? Ой, их очень много было, очень много. Я не знаю, почему он туда поехал, вообще без понятия. Зачем ему это нужно было? Был ребенок уже, фотография была в рамочке. Он знал уже с малых лет, что вот папа у него герой. Домой приехал, сказал: мам, я подписал контракт. Я не знаю, что делать. Я говорю: зачем тебе это надо, контракт? Я была против. Зачем, думаю, телефон не берет. Сразу не сказали нет, потому что кричала, чтобы все заткнулись. В селе Куратово на фасаде здания местной школы открыли мемориальную доску погибшему в специальной военной операции Александру Тутринову. Также в этот день была открыта обновленная мемориальная доска памяти его отца Семена Тутринова, погибшего при исполнении воинского долга в Чеченской Республике в 2002 году. Про Семена? Как? В смысле, но мы выросли в одной деревне, росли вместе, общаться не общались, ну так, привет, пока, ну так, знали друг друга, но просто росли в одной деревне. Когда уже вот выросли, я поступила в училище, он поступил, вот он начал, вот тогда начали как бы вместе встречаться. Он начал ухаживать, знаки внимания, так, привет такой, приглашал, пойдем погуляем, там, с сентября по май мы только были, потом его в армию вот забрали в июне, не помню, когда уже призыв был, я не ходила, потому что я уже в больнице лежала, с сохранением я лежала, меня положили. Он знал, что я беременна от него. Мы не успели расписаться. Он потом в армии, да, он потом предложил, я приеду, мы распишемся. Все, даже толком-то о друг друге даже и не узнали. Он даже не говорил, что вот он подписал даже контракт. Это я потом уже узнала, что он по контракту. Я говорю, зачем контракт? Вот этого я не понимала, зачем ему это нужно было по контракту служить еще. Отслужил свое и все, приехал бы. Не понимаю, зачем этот контракт нужен. В январе он должен был приехать, я это очень хорошо помню. Последний месяц остался, январь, все, он должен был уже приехать. И вот в этот момент, бац, что-то произошло не так. Куда они попали, под мину, куда-то они попали. Толком я так и не узнала. И он спас товарища своего. Он, накрыл его. Сам он взорвался, или, от него уже плохо было, от него что видно. Но распознать даже его невозможно было. А вы вообще не знали, что он в Чечне? Нет, не знала, нет. Я не знаю, почему он туда поехал, вообще без понятия. Зачем ему это нужно было, не понимала. Хотя он знал прекрасно, что ребенок был ребенок уже. А его родители, они что-то знали про это? Вы с ними общались? Они что-то тогда рассказывали? Нет, я с родителями не общаюсь. И до сих пор не общались. Даже у них внук рос, они даже внука не признавали. Я одна растила сына, с мамой, мы вдвоем были, мама и я. Саша рос, он видел, что у нас фотография, он мне отправлял фотографию, фотография была в рамочке. Он знал уже с малых лет, что вот папа у него герой. Но слово «папа» он так и не узнал, что это такое папа, он никогда не знал этого. Вот он рос сам по себе, просто учился тоже от людей,
как его научила улица, можно сказать. Я-то ему ничего не могла дать. Его призвали 6 декабря 2019 года. Ему было еще 18 лет. В октябре он почему-то приехал домой. Они зашли домой с друзьями. Я говорю, это что такое? Ты зачем? Говорю, ты же должен еще в декабре заканчиваться должен. Домой приехал, сказал, мам, я подписал контракт. У меня такой холод. Я не знаю, что делать. Я говорю, зачем тебе это надо, контракт? Я была против. Ну, как папа тоже подписал контракт. Тоже не сказал. Но почему не говорят-то, я не понимаю. Я говорю, зачем это тебе надо, этот контракт? На 3 года. Он сказал, на 3 года подписал. Мам, не переживай, это быстро пройдет. 3 года, говорит, не заметишь, как пролетят. Он, скорее всего, не знал, куда едет. Мне, как он звонил, вот в январе он позвонил, мы едем в Крым. Я говорю, зачем? А нас отправляют в командировку, ну, на 3 месяца. Там мы, учения пройдут 3 месяца, все, мы оттуда уедем обратно. А потом уже, когда я узнала, 24 февраля объявили по телевизору, по новостям, что началась война и на Украине. И я потом подумала, там же они рядом, как так? И я ему звоню, это в феврале, да. 23 февраля он еще мне звонил, еще ничего не сказал. А 24-го я ему уже позвонила, он уже не брал трубку, все. У меня уже все началось, как это сказать? В ступоре было. Зачем, думаю, телефон не берет, почему? И он вот целый месяц не брал трубку. Я молилась, каждый день молилась. Он у меня крещенный был. С 24 по 9 марта он не звонил вообще. Не звонил, я с ума сходила. Сергей, меня муж успокаивал. Успокойся, 8 марта обязательно тебе позвонит. Позвонил 9 марта только. 9, 10, 11 он позвонил, 3 дня. Мы разговаривали так долго. Очень долго разговаривали. Хоть я бы услышала его уже успокоилась. Все, говорит, мам, я, говорит, не могу разговаривать. Все у нас, говорит, опять началось. Там слышно было прям бух-бах такое, звуки такие характерные. Он еще смс-ки писал, что все нормально. Мам, привет, у меня все хорошо. Он никогда не забывал про маму. Мам, привет, все хорошо. Жив-здоров. 29 июня он мне еще звонил, мы разговаривали, я на крыльце сидела, я это помню. Как обычно разговаривали, ничего такого не было. Все, давай, мам, пока, завтра позвоню. И все, как обычно. Пока, мам, я тебя люблю, жду, скучаю, все так. Все, 29-го позвонил, завтра все, тишина. 30-го получается тишина, и все, тишина. Он же не звонил там неделю-две, я и уже привыкла к этому. Ладно, не звонит, смс-ку все равно отправит. Я уже не переживала уже. Мне сообщили это 6 июля. Меня вызвали в администрацию. Кто меня позвонили? Сергея вызвали тоже. Подойдет лучше. Здравствуйте. Потом позвонили мне, а я в больницу ходил, да? Да, в больницу ходил, наверное.
Мне позвонили, говорит, глава администрации. Подойдите, говорит, пожалуйста. Я еще думаю, зачем? Подойдите, не спрашивайте. Ну ладно. А я не знал, что Вера там уже. И вообще, что произошло. А потом, когда поднялся, там все стояли. И Вера уже, ну, в таком состоянии, ну, нехорошем. Ну, понятно, в каком. А Саша, говорит, погиб. Как погиб? Я думал, шутка это какая-то, что ли? Не может быть. Он-то жизнь любил, очень сильно любил. Он же обещал, что Он приеду. обещал, тем более, что приедет. В июле в июле они должны были приехать. Их должны были отпустить на 10 дней. Их осталось уже 10 человек, как он мне сказал. Нас уже осталось 10 человек. А сколько было? Ой, их очень много было, очень много. Сколько он говорил? 67? 67? 67? А я не помню. 67. Осталось, говорит, 10 человек. 10 человек осталось их. А вам сказали, когда погиб, где, какая-то информация была? Сразу не сказали нет, потому что кричала, чтобы все заткнулись. Ничего не говорить. Я всех затыкала. Просто молчите. Я говорю, просто молчите, ничего не говорите. Дайте паузу сделаем.